Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Продолжаем рубрику «Фалеристика». И в сегодняшнем обзоре мы с вами познакомимся более подробно с нагрудным знаком «Отличный артиллерист». Друзья, коллекции нагрудных знаков военных лет с каждым десятилетием все больше интересуют специалистов. Они рассматриваются не только как объекты пристального внимания для фалеристов, но и для историков. Одним из таких тех лет является отличный артиллерист, который изредка появляется в продаже. Еще до начала Великой Отечественной войны руководством СССР была придумана эффективная форма мотивации военнослужащих. И до сих пор она считается специалистами одной из лучших в мире. Она поощряла простых солдат и их командиров к самоотверженности и героизму, подталкивала к совершенствованию воинского мастерства. Нагрудные знаки стали одним из главных методов награды за успехи, и в первые годы войны эту систему пришлось еще расширить. С 1939 года были введены универсальные значки «Отличник РККА», которые выдавали служащим из всех родов войск. Ими наградили около 150 тысяч человек. Выпуск длился до 1941 года, а потом Верховным главнокомандующим было принято решение о большей дифференциации в системе поощрения. Предварительную схему упразднили, а вместо нее ввели серию «Отличник». В ней насчитывается 23 наименования, включающие основные военные специальности – пулеметчики, снайперы, минометчики, торпедисты, танкисты, подводники и прочие. Одним в этой серии стал знак «Отличный артиллерист». Авторами эскизов к будущей награде стали два художника – Александр Кузнецов и Сергей Дмитриев. Друзья, это был удивительный союз творческих людей, которые за короткий период времени выдали много качественных работ. И до сих пор они считаются очень точными, информативными и мотивационными. Александр Кузнецов приступил к эскизу, имея за плечами внушительный опыт. К 1942 году он уже был известным художником-моделистом, проработавшим на этом поприще 19 лет работы, участвовавшим в разработке формы и обмундирований для солдат. Им было создано много эскизов для медалей и воинских знаков отличия. В 1942 году он был назначен старшим художником в техническом комитете Красной Армии. Он прекрасно знал технические моменты и умело выполнял все требования руководства. Сергей Дмитриев тоже не был новичком в фалеристике. Он являлся автором нагрудного знака «Гвардия» и прочих военных жетонов. Дорогие зрители, вдвоем этим художникам удалось создать емкие, гармоничные и соразмерные образы с посылом, который мог прочесть каждый артиллерист. Эти два проекта были представлены на суд комиссии, и Сталин лично распорядился о внесении небольших поправок. На основе их создали пробники. После этого Сталин отдал предпочтение менее художественному и более лаконичному варианту Кузнецова. Именно она была внесена в указ от 21 мая 1942 года о значке «Отличный артиллерист». Размеры данного жетона: 4,6 см в высоту и 3,7 см в самом широком месте. Он выполнен в форме средневекового щита ЭКЮ, треугольный с сужением к низу. Такие щиты были частью обмундирования всадников в Средневековье, а потом многократно появлялись в геральдике и фалеристике разных стран и периодов, в том числе и в советской. Материал, используемый для создания – томпак. Он является разновидностью латуни, сплавленной из меди и цинка. Жетон относят к тяжелым знакам. Томпак обладает высокими антикоррозийными свойствами, устойчив к износу и при этом пластичен настолько, чтобы во время штамповки передать малейшие части элементов. Цвет золотистый. На лицевой стороне по центру размещено изображение эмблемы РККА – серп и молот.
Эта эмблема не окрашена, но находится в центре красного круга. Этот круг взят в белый обод с золотистой надписью «Отличный артиллерист». В нижней части белого обода расположена пятиконечная звезда, а по бокам от нее золотые точки. В нижней части щита изображены перекрещенные пушки XVIII и XIX века. С правой и с левой стороны щит обрамлен дубовыми ветвями. Это символы победы, которые обвивают ленты. На оборотной стороне оловом припаяно винтовое крепление для фиксации на одежде. Оборот обратно выпуклый, с вдавленным изображением. На самой закрутке стоял знак монетного двора изготовителя. И в целом дизайн соответствует оформлению всей серии отличников, сделанной в одном ключе и в едином стиле. Знак «Отличный артиллерист» изготовлялся на разных монетных дворах, и в каждом из них использовались разные штампы. На ранних этапах повсеместно эксплуатировалась технология накладных элементов, но уже через пару лет после начала выпуска начали применять цельноштампованные методики. Разница штампов обусловлена тем, что во время войны производство велось в очень разных условиях, иногда в совсем спартанских. Оборудование не всегда было в наличии в полном объеме. Несмотря на то, что ТУ было одно и то же, результат получался разный. На протяжении военных лет серия отличников была самой массовой. Заказы выполняли преимущественно в Москве в артели людей с инвалидностью под названием «Победа». После войны этот завод стал опытно-инструментальным заводом «Победа», эмальерной фабрике, товарищества художников, Щербинском штамповочном заводе и прочее. Информацию об изготовителе можно уточнить по надписи на гайке с оборотной стороны. Цветные части значка выполнялись методом горячей эмали. Она по сути представляет собой стеклопластик с пигментом, которая долгое время сохраняет цвет и не выцветает. Перед вручением этого знака командир должен был организовать торжественную обстановку. Проводилось общее построение подразделения, выносили боевое знамя. Те молодые солдаты, которые прошли первые бои, тоже могли получить эту награду, а военнослужащие из авиации или флота должны были совершить несколько удачных вылетов или походов. Правила были одинаковыми как для рядового состава, так и для офицеров. По правилам, во время награждения, кроме самого нагрудного знака, должен был вручаться документ. Но тут возникали разночтения. Чаще всего информацию о награждении вносили в военную книжку, удостоверение личности или в личное дело. Но в огромном количестве случаев этого не делали в силу разных обстоятельств. В отдельных частях к жетону выдавали справку с указанием фамилии и званий награжденного. Известны эпизоды, когда вместо справки на бланке выдавали подтверждающий документ на обычном листке бумаги в виде расписки. В самых тяжелых случаях, когда с бумагой были длительные перебои, такую надпись делали, например, на использованных картах. И только в НКВД при награждении всегда вручали удостоверение стандартного образца со всей нужной информацией: звание, подразделение, фамилия, имя, отчество и дата вручения. Что касается повторных награждений, здесь тоже не было единогласия. Некоторым бойцам отказывали при повторном представлении, но известны случаи второго и даже третьего вручения нагрудного знака «Отличный артиллерист». Связано это было с переходом в другие подразделения. После войны подход изменился, и повторное награждение происходило чаще. Были даже 8- и 9-кратные обладатели отличного артиллериста. Вручение данного знака предусматривалось для поощрения и мотивации бойцов, проявивших высокий уровень мастерства при владении веренным им оружием и техникой. В положении об этом нагрудном знаке говорилось, что представлять к награждению можно артиллеристов младшего и руководящего состава РККА и войск НКВД за примерное владение личным оружием, умение применить его в бою и сохранение в любых условиях боевой обстановки. Также жетон выдавали стрелкам из противотанковых орудий при выполнении тех же условий.
Сложность идентификации знаков связана с тем, что существует несколько разновидностей жетона «Отличный артиллерист». А полный обзор и виды этой награды не подготовлен ни в одном тематическом издании. Насчитывается от 10 до 20 вариантов. До сих пор специалисты спорят о том, сколько выпусков было сделано, так как информация военных лет частично утрачена. Более похожие между собой экземпляры изготавливались на одном предприятии, но если штемпеля заменяли на новые, то обнаруживались уже какие-то отличные детали даже от изделий одного и того же предприятия. Отличались и принципы покрытия горячей эмалью. На одних предприятиях эти элементы делали гладкими, а на других покрывались штрихом или пунктиром. Иногда эмаль покрывалась мелко звездчатой структурой, что давало эффект искристости при попадании лучей света. Знаки «Отличный артиллерист» времен войны нередко отличались маловыразительной штамповкой. Это было обусловлено тяжелыми условиями производства и недостатком квалифицированных кадров. После войны подходить к производству стали серьезнее. Плюс отпала необходимость в таких больших объемах нагрудных знаков. На сегодняшний день среди фалеристов распространено 4 варианта. Первый. Средняя длина пушек на щите, менее выраженный рельеф листьев на дубовых ветвях. Второй. Удлиненные стволы пушек, рельеф на ветвях дуба и на лентах глубже. Серп и молот накладные. Третий вариант. Изменены параметры и соотношение дубовых венков, ленты подняты по отношению к пушкам. Четвертый. Цельноштампованное изделие без выступания серпа и молота над общим уровнем центральной части. В 1950 году начали производить знаки «Отличный артиллерист» с самым высоким и выпуклым медальоном. Завитушки на картуше состояли из более толстых полос. Эти серии делали на базе МТХ. Здесь отмечается самое высокое качество, особенно в плане нанесения эмали. В 1953 году основное производство переместилось на мощности завода «Победа». Жетон стал более плоским. Сами медальоны начали выполнять с низкой рельефностью и простым рисунком. Они считаются самыми редкими на данный момент, так как к 1953 году хватало запасов тех нагрудных знаков, которые произвели раньше, а новые не успели раздать в достаточном количестве, прежде чем награду перестали вручать. После окончания войны и особенно после 50-го года наметились существенные трансформации в армии. С возникновением новых специальностей и расформированием отдельных родов войск и служб изменился и подход к наградным знакам. Поэтому в 1957 году был издан указ об отмене этой серии. За 15 лет существования эти знаки перестали соответствовать первоначальному замыслу и предназначению. Подписал этот указ министр обороны Советского Союза маршал Георгий Константинович Жуков. На протяжении многих десятилетий отличный артиллерист продолжает пользоваться спросом в среде фалеристов. Многие люди стараются приобрести оригиналы, но сделать это не так просто из-за большого разнообразия настоящих и поддельных вариантов. Неспециалиста легко ввести в заблуждение, поэтому рекомендуется приобретение только после того, как выбранный экземпляр прошел сертификацию. Стоимость изделий военных годов, если они сохранились в хорошем состоянии, на аукционах доходит до $1000. Но обычно она остается не намного ниже. Цена значка «Отличный артиллерист» снижается, если он подлежал реконструкции или ремонту. Самой хрупкой частью является штифт винтового крепления, поэтому на нем перед покупкой очень внимательно нужно рассматривать качество пайки. Друзья, если приобретение оригинала не принципиально, можно заказать новодел или копию. Новоделы производят с использованием старых штампов, поэтому они приближены по качеству к оригиналу. Но отличить оригиналы от подделок все-таки можно по качеству покрытия и эмали.
раньше применяли горячую, а теперь повсеместно используют холодную эмаль. Накладной серп и молот не может служить гарантией, так как самые искусные поддельщики сейчас используют этот трюк, чтобы побольше заработать на фальшивке отличного артиллериста. Друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.